Доброе утро. ДКС в эфире. Да, немного надо, помимо как играть, иногда и думать. Вот. Этот стрим, скорее всего, мы посвятим раздумью. Ну, кто в курсе, кто не в курсе, недавно тут карту купили в ДКС. Дешевая картишка, 3,5 она в рублях стоит. Сирия. И, кстати, не зря ее купили, она прям как Сирия, да, я так прикинул, посмотрел. Вообще, как карта сама. Я особо не интересовался, даже как карта выглядит, честно, Сирии. А тут что-то заглянул, посмотрел, да, много чему соответствует. Да, кстати, она чем-то похожа вот на... Я сначала ее открыл, вот если так приглядеться. Пойдем посмотрим. Так, ну допустим, откроем миссию из карты, которая основная карта здесь Кавказа. Я сейчас подумал, что это может что-то оттуда переделано в пустынную карту. Ну, как вот в игре, вот Арма, там бывала одна и та же карта, да, мы ее там переделываем в пустыню и делаем из нее Афганистан. Вот я также подумал, может, и здесь так же. Вот если приглядеться, да, тоже вот вода идет здесь. Но потом я понял, что нет. Это просто так совпало, как бы берег, вода. Так, где она? Блин, проще так сделать. И здесь тоже идет побережье и вода. Вот в чем прикол-то. То есть получается, что та карта, что эта карта с водой. Можно вообще морские бои устраивать, а не воздушные. Но. Здесь побережье идет вот так вот оно, видите, а там так. Не, карты сильно отличаются, понятное дело. Да, аэродромов очень много здесь. Ну, в основном карта создана для ВВС, для ВКС. Летай, кайфуй. Не пожалела, что я взял. Чем я сейчас начал заниматься, значит, ну, миссии-то у меня уже есть сделаны на той карте. Уже налетались нормально. Вот. Хочется сделать что-нибудь здесь. Немного так прочел там историю этой военной операции. Это, я так понимаю, 2015 год. Все началось оттуда. Вот, сильно в подробности вдаваться не стал. Так, поверхностно посмотрел вообще, что там делали в ВКС. В основном они там и участвовали. Вот. Самолеты, значит, как раз у нас такие самолеты есть. Будем их использовать. Это Су-25, Грачи и Су-25 СМ у нас есть. Так, делаю сейчас на данный момент базу. Создаю. Так. Вот, если посмотреть по карте, то
Но здесь была основная база ВКС РФ. Я не знаю, сейчас она есть, нет. Севернее, значит, Латакия вот тут находится. Снизу Тартус. То есть, по сути, все совпадает. Название, все. Ну ладно, значит, задачи будем боевые выполнять в игре. Вот, Алеппо, пожалуйста. Будем наносить удары сюда. Короче, тут хватает задач. Ну, главное желание. Вот, значит, суть стрима «Сделай сам» называется. То есть я буду миссии создавать сам. Не надо мне там искать в редакторе что-то, кто там что сделал. Поздравляю, молодцы. Я создаю сам, играю в свое сам. Вот, у меня все просто. Я тут немного начал уже делать. Сильно там тоже вот прям подробно не стал туда погружаться, где там что стояло, да и у нас такого нету, как бы, да, ну, там, именно вот этой карты, где там расстановка, что как. Просто вымышленно примерно, да, там, ну, единственное, чтобы как бы техника соответствовала современности. Там. Вот. Я уже думаю, там и панцири были, и уже были эти ЗРК всякие эски. Вот. Ну и также смотрю, что у меня есть тут, из чего я могу, ну, что-либо создать. Авиации было много. Да, если тут сейчас каждую парковку захламлять самолетом, ФПСа тут не хватит. Вообще сам по себе аэродром, сейчас вот мы на него глянем. Допустим, доступ игроку сделаю. Да, вообще суть всей вот этой темы, которую мы будем создавать, Гроза небес, военная операция. Начало 2015 год, только там у меня не сентябрь, октябрь будет уже. Планирую несколько миссий, не знаю сколько, пока не надоест. Вот она база. Пожалуйста. Я даже, кстати, видел где-то скриншот сделан на просторах интернета. Вот в этих... Даже как их назвать-то правильно даже? Короче, здесь у них истребители хранятся. Сушки 30 или Су-30. Подожди, Су-30... Не, Су-30... Су-30, по-моему. Такой вот аэродром. Вот отсюда будем выполнять боевые задачи. Да, вполне красивая карта, оптимизированная. Тут отелька уже стоит. Сирийская. Так, что у меня самолет? Вот вертушка такая. Патрульная вертушка. Так, значит, задача сейчас надо сделать базу. Сделать базу, потом на ней, может, там события менять, где-то что-то удалять, добавлять. То есть нужна база. А с базы уже будем отталкиваться. С базы уже будем выполнять какие-либо задачи. В основном полеты вот сюда будут, в эти территории вглубь. Работа по целям всяким разным. Могут быть и статические объекты, всякие уничтожения, укрепления противника. Техника, мелкая, что-нибудь, караваны небольшие. Вот, у противника будут использоваться зенитки, ПЗРК будут использоваться. То есть здесь уже не получится только с шилками подраться. Поэтому будет работа такая. Так, с чего я начал? Ну, первым делом я начал это... Зашел в профиль на диске C, получается. Ну, в этот... Там, где винда стоит, туда заходишь.
ищешь пользователей, либо свой профиль, который у тебя на винде стоит, в него заходишь, ищешь сохраненные игры, находишь ДКС и заходишь в папку Missions. Там создаешь папку любую, как хочешь, так и называй, главное латинскими буквами. Вот, так как я хочу несколько миссий создать, я создал папку Сирия. Вот эта папка, не знаю, правильно я написал, неправильно. Вот в этой папке я создаю уже все остальное. То есть сначала я базу вот создаю. Здесь уже папку приготовил для миссии первой. Вот сейчас вот файл базы. Сразу там же создал папку с картинками. Первую картинку уже добавил. Можно посмотреть. Вот она отображается. Картинка, формат вообще похрен, лишь бы чтобы JPG был, вот это и все. Не, я имею в виду это, и размер не сильно великий. Ну, где-то 1024 можно даже использовать там на 500-600. То есть игра сама его преобразует. Так что ничего сложного здесь нету. Что дальше я сделал? Дальше я зашел, понятное дело, сохранил файл сюда. Вот, и начал погоду. Так, вот сюда зашел. Дата, время, погода. Здесь вот тоже настроил. Там из-за меня не видно нифига. Сейчас. Октябрь 2015 год. Время сначала выставлял 6 утра, потом темно. Думаю, нафиг. 8 утра поставил. Ну, погоду, так как мы находимся на побережье, так уж я думаю, там, скорее всего, ветер, логично. Без ветра как-то это будет вообще неправдоподобно. Ну, вот выставил ветер. Направление с моря. Ветер дует 2 на 10 метрах. 2 метра в секунду. На 500, на 2000, на 8000. То есть, да, будет ветрено. Туман. Поставил авто, не знаю, посмотрим, что там за туман будет. Температура 20 плюс. Вот и пока все. Так, чем я дальше занялся? Остановка самолетов. Вот, самолеты эти надо сделать так, чтобы они были без экипажа. То есть просто как вот на парковке стоят. Вот. Здесь никак не сделать провождение. А может и как-то сделать. Но пока я не научился именно делать самолет, чтобы он был нейтральным. То есть вот он все равно ставится, вот, допустим, Сирия сторона. Выбираешь самолет, вот единственное такой ИИ выключен, все. То есть я убираю пилота отсюда. И вот этим игроку не дают доступ. В итоге самолет просто как припаркованный, что ли. Но фишка в том, что он будет есть ресурсы. Это стопудово. Чем больше их сейчас понаставишь, тем больше они будут съедать. Потому что они идут как не статический объект. Они идут те же самолеты, только без слота и все. Поэтому ресурсы они будут жрать стопудово. Так, ну в основном что сейчас? Надо имитацию ПВО сделать. Что база охраняется. Ну, здесь вот я поставил, но она, конечно, блять, что ты делаешь? Зачем ты мне ставишь? Тунгуска даже будет одна. С пехотой там стоят. Это что такое опять? Знаете, вот этот супер интерфейс, конечно, редактора иногда меня не радует вообще. Здесь надо постоянно все отжимать, потому что он тебе будет ставить их бесконечно. БТР. Ну, это сирийский вообще хотела поставить. Ну, даже Сирия. О. Давай такой.
Да, тут надо не забывать сохранять. Настройки миссии. Управление, так, позицию, настройка карты. Не то. Блин, а как тут автосейв-то врубается, я не помню. Здесь, короче, можно автосейв включить, он будет сам ее сохранить. Ну ладно, надо не забывать ее сохранять, чтобы заново потом ничего не делать. Так, я так понял, вот они посты идут, да? На них вот он пост, вот он пост. Да, по сути, тут все готово, тут только расставляю всю эту охрану. Вот они посты, пожалуйста. Сейчас вот этих ребят можно сюда переместить. Чтобы базу по 500 раз не создавать, для каждой миссии создаешь одну базу и потом сохраняешь ее как в отдельную миссию, а с нее уже начинаешь отталкиваться, миссии лепить. Всегда так делали. Еще на опыте армы. Создается одна база, а там уже... Ну, ты можешь единственно на базе события менять. Всякие там самолетик в другом месте один поставить, танк где-нибудь изменить, посты можешь поменять, если захочешь. Как бы с этим проблем никогда не было. Так, что здесь еще можно сделать? Ну, можно поставить этих патруль. Пехоты мало здесь, единственное. Вот это да. Хотелось бы побольше. Так, вот я поставил пехотинца. Это за меня не слышно нифига. Ой, не видно. Короче, я тут лишний с вебкой со своей. Ну, то на танк нажал. То есть здесь получается пехота, танки, ПВО, машины. Все, вот это оно находится вот. В наземку надо нажимать, в танк. Единственное, надо выбрать сторону. Категория пехота. Так, сейчас. Пока не забыл, а то еще БТРом зайду. Вот, а теперь, чтобы создать их несколько, просто вот один из один стоит, да? Здесь вот просто добавляем 2. Вот, уже 2 появилось. 3. Как теперь обратиться к каждому по отдельности? Ну, допустим, командир. Кто это, блин? Да, с модельками тут, конечно, весело. Я говорю, с пехотой тут лажа полная. Нажимаешь Сирию, пехота, каких-то вообще этих ставит. Сейчас я посмотрю, может еще какие-нибудь есть. Ну-ка, у России как они выглядят. У России здесь вообще десантники в голубых беретах есть. Пипец, блядь.
Насчет пехоты тут вообще не заморачивались, короче. Объединенная группировка красный попробовать. И вот здесь уже попробовать поставить. Ну вот этот приближенный. Какие еще есть? Во, я говорю, вот таких поставить, да? Прикольно. Это вообще на вояка похоже, знаете, из Чечни, да. Так, это солдаты. Пускай такие будут. Такс, теперь поставить-то их поставим, сейчас наши по не двигались. Да, тут вот интересная такая тема. Здесь нету скорость там ограничена, как вот в обычном редакторе ставишь, они идут спокойно гуляют. Здесь вот скорость им выставляешь 5 километров, допустим. Сколько там им надо, чтобы они шагом шли. Вот, а теперь надо ППМ-ки им ставить. Первый ППМ это вот у них будет основной тогда. Вот, и теперь надо настройки им еще задать. Допустим, нажимаем на командира, здесь вот расширенный ППМ действия добавить. Что можно им добавить? Основные задачи, что они могут делать? Стоять, погрузка, следовать к ППМ. Огонь по точке, указать группу. Так, не то, фоновые задачи. При обнаружении указать. Так, выполнить команду. Так, следовать к ППМ, тоже не то. Настроить опции поведения. Так, атаковать, это все не тоже, нет, меньше, подожди. Сейчас, секунду. Так, выполнить команду. Но здесь нет этой темы. Как у авиации, допустим, там тоже при обнаружении атаковать, здесь такого нету. Ну, наверное, они сами тогда атакуют. Так, тогда я удаляю. Сейчас я покажу, о чем я. Вот, допустим, вертолет, патруль летает. Вот, у него здесь стоит задача. При обнаружении атаковать. Вот она. Фоновая, да, задача получается. То есть вот он патрулирует, если он обнаружит кого-то, он будет атаковать. Почему у пехоты нету такого, я не знаю. Добавить фоновая задача. Указать при обнаружении, указать. Что указать? Кого указать?
Что-то хрень какая-то. Так, ладно, тогда не трогаем ничего. У меня все равно здесь не пехотные бои возле базы. Вот, мне главное сделать, чтобы они выполняли задачи патруля. То есть, вот я им указал маршрут примерно такой, вот они будут так вот гулять у меня. Вот, а теперь в 7-м ППМе вот мне надо сделать так, чтобы, видите, здесь разрыв. Вот эти между собой связаны. Вот, то есть он дойдет с 1-го, так вот, и по 7-й. Все, они остановятся, они никуда не пойдут уже. Вот, мне надо создать связку с 1-м ППМ. То есть 7-й надо привязать к 1-му, чтобы он заново повторял опять этот же маршрут. Здесь вот добавляю я. Основная задача следовать к ППМ 1-му. Все, то есть он доходит до 7-го ППМа. Получается. Вот как. Это получается, надо сейчас в каждом ППМе так сделать, да? Угу. Скорее всего. То есть, допустим, 1-й ППМ. Добавляем задачу следовать к ППМу 2. Во 2-м ППМе добавляем задачу следовать ППМу 3. С 3-го ППМа на 4-й. С 4-го на 5-й и так далее. Игра даже сама подсказывает. Ну и все. Дальше идет ППМ уже 1-й. И опять же доходит до 1-го ППМ. И получается вот заново вот этот создается тема. Так, на вертушке тогда также надо делать. Здесь маленько по-другому. Так. Выполнить команду. Следовать. Да, вот выполнить команду. Следовать. Так, следовать ППМ 2. А, нет, подожди, какой ППМ 2? ППМ 1. Нет, не здесь. На ППМе 1 надо сделать. Вот, ППМ 2. С ППМ 2. Если бы мне надо было, чтобы они просто до места назначения добрались и все, то да, я же делаю, чтобы у меня повторялся у него маршрут. Потом приходится заниматься этим. Ну и все, а вот на 7 уже стоит следовать ППМ 1. Все, ну теперь точно патруль сделан. Так, теперь надо посмотреть, как будет работать пехота. Вертолет вроде как с ним проблем не было. Да, у вертолета еще стоит задача, если у него остаток топлива будет маленький, он вернется на базу вроде как. Если у него это не изменилось. Хотя что-то я смотрю. Нет, у него нет этой задачи, а я ему ставил эту задачу. Ну-ка. А, вот на 7-м ППМе.
У него стоит на 7 ppm, вот задача изменить дозаправка или возврат, короче. Потому что у него уже топливо не бесконечное. Так, теперь меня интересует пехота. Ладно, давай доступ дадим. Почему они десантники, я не понял. А, мне типа каждого отдельно надо, что ли, менять? Я думал, они все обменялись. Так, ну, во-первых, вот эти ребята тоже надо их изменить. Короче, пехоту лучше брать из этого, объединенной группировки, группа красные. Потому что так вообще они несерьезно выглядят. Ладно, пускай эти такие будут. Пойдет. Ну, они идут, конечно. Так, что тут скорость 5, а у этого... У этого тоже скорость 5. Но они как-то интересно. Вот первый идет нормально, они за ним это... крадутся, что ли. Так, еще какой момент? Все-таки так. Файл миссии все-таки просто надо выдернуть пока, чтобы он его находил постоянно. Это уже когда миссия готова будет, можно в папку ее запихать. Сейчас я его вытяну оттуда, чтобы игра постоянно путь не искала. Просто файл перекинул. Так, даже не сюда, надо вообще в открытое место. Папки эти лучше создавать уже, когда миссию уже создал. Потом уже. Все, готово. Вот, я ее сюда скинул, файл, и все, чтобы игра не... Чтобы 10 раз не указывать путь. Вот когда я сейчас уже сделаю файл, то я могу закинуть в папку, и все, чтобы мне было потом понятнее, где ее искать. Так, что, надо расставить ПВО, наверное? Всякие разные. Не знаю, радары тут есть вообще. Статические объекты. Какие тут есть? Вертолеты вот можно. А, так вот они статические же, да, у нас? Все понял. Тогда делаем вот так. Вот эти самолеты все отсюда выбираем, чтобы они ресурсы не ели. И будем сейчас расставлять статические объекты. Ну да, и ПВО бы желательно. А вот они есть, смотри, панцирь есть.
пожалуйста. Я попробовал его скопировать сейчас. А, бесполезно, он так не копируется, да? Хотя было бы здорово, если бы его можно было копировать. А, нет, копируется. Надо его прям выделить желтым вот так вот. Ctrl-C. Допустим, Ctrl-V. Оп. И здесь вот ему направление, куда он будет смотреть. Так, а есть у него камуфляжи вообще? Да, у него есть десерт. Вот он, пожалуйста, пустынный камуфляж. Ладно, один пускай такой, один такой. Так, что тут получается? Пост раз, пост 2. Вот здесь тоже смотрю пост, да? Нет, вот этот пост раз. Вот он 2 пост. Надо на посты еще поставить. Но то, что есть статическое, это классно. Теперь будет проще. Сюда нажимаешь просто. Допустим, шилка. Окрас меняешь и... Пехоту могу копировать, чтобы по 10 раз ее... Че она? Я бы хотел бы ее всю выделить. Ну-ка, Ctrl-C. Ctrl-V. Какие тут еще есть у нас объекты? Сетку бы, конечно. Да, есть здесь нету, да? А, это список групп, нет, не то, вот. Так, что тут есть еще? Склады, сооружения, точки взлета, грузы. Ну-ка, сооружение. А, о, есть. Сетки есть всякие. Нифига тут прикольно. Ну-ка, такая сетка. И такая сетка есть. Блин, ну это маленькая. Побольше надо. 6. Ну-ка, что за сетка? О, вот сетка подойдет. Ну-ка. Чтобы понять, где у нее здесь перед, где зад. Нет, мне кажется, не так. Она должна вот так вот, наверное.
Наоборот, вот так. А шилка вот так вот. Во. Что это, блядь, создалось тут? Бункер, прикинь. Бункер-то мне зачем? Да, интерфейс тут, конечно, пипец. К нему еще привыкнуть надо. Там создаешь сетку, здесь бункер создается. Класс. Это что? Блин, надо посмотреть технику. Надо сделать так. Так, ну давай на самолет поставим, от самолета будем постоянно отталкиваться. Так проще будет. Чтоб доступ не открывать постоянно. Все, теперь можно проверять. Вот, видите, он сразу находит файл миссии. Тогда мне приходилось ему путь постоянно указывать. Сейчас он находит его. Когда файл выдернул. Потом, когда миссию уже, допустим, доделаешь или этот базу сохраняешь, уже можно в папку закинуть. А где пехота? Здесь пехота должна еще быть. Так, вот этих же я менял вроде. Что, они не поменялись? Эти тоже не поменялись. Это тоже синий, блядь. Голубом берите, точнее. Что такое, я не могу понять. Почему не поменялось ни хрена? Не то, что не поменялось, оно не сохранилось, видать. Вот этих тоже двоих я менял.
БТР можно статически поставить. Наверное, сейчас так и сделаю. Также можно блиндаж ему сделать. Можно даже вот так сделать, чтобы упростить эту тему всю. Копировать, сделать копию. Вот, допустим, Ctrl-C. Скопировал блиндаж. Ctrl-V. У блиндажа же тоже окрас есть. Можно тоже его поменять. Какие у нас? А, ну тут нету выбора, да? Все. Обязательно надо сохранять. Потому что вот я не сохранил, у меня солдаты. Ну-ка, сейчас изменились они. Да. Ну, для шилки блиндаж, конечно, это что попало, потому что у нее этот радар-то, он торчит из него. Выше-то, я думаю, нет уже блиндажей. Там уже ангар надо для нее. Поэтому блиндаж я все-таки, наверное, уберу. Бредово смотрится. Так, теперь у нас есть один вертолет, который патрулирует, и можно сделать еще второй вертолет, который будет патрулировать. Но при этом надо как-то рассчитывать так, чтобы они не препятствовали взлету самолетов и посадке. Вот. Потому что нам же надо будет взлетать. Я беру, копирую тоже вертушку, еще копию делаю. Где-нибудь вот здесь. Так, как бы мне тебя так выделить? Угу. Нет, ни хрена. Не пойдет. Подожди, вот так. Блять. Нет. Да блин, проще новую сделать, конечно. Проще новую. Я как раз хотел не 24, а Ми-8 поставить. Допустим, где-то будет здесь летать. Ми-8. А у Сирии вообще есть здесь вертолеты? Да. Вот он, Ми-8 есть у них. Нары им добавим. Ой, не так. Вообще снять пилон можно. Не надо снимать. Так, чё, куда их сюда закрепить? Оп. Это что такое? А, у них еще такая фишка есть. Ну-ка сюда. Интересно. Да, блядь. Как неудобно. А это что за пилон?
А, во как. Я понял, короче, надо сюда. Сюда получается и сюда вот. Намерно. Так, дальше. Что у тебя? Пролет точки. Высота пускай будет 200 метров. Скорость 60. 70 пускай. Ну и все, теперь надо ППМ-ке ему дать маршрут. Первый ППМ сюда. Потом пускай сюда слетают. Ну и все, такое вот у него будет. Так. Настройка. Добавить. Настроить поведение, значит. Посадка, следовать. А у него нету такого, как у 24-ки, да? Здесь у него другие задачи уже нет. У него нету это при обнаружении атаковать. Хотя ему нары повешал, он тоже мог атаковать, да? Так, возврат по остатку топлива. Добавлю ему. Чтобы, если что, он это мог на базу вернуться. Значит, первый ППМ. Следовать на ППМ 2. С ППМ 2. Ну и так далее. На 3, потом 4. Вот, а четвертый будет уже повторять первый, второй. Ну, короче, четвертый связываю с первым. Оп. И будет как цикл. То есть он будет просто одно и то же выполнять, пока у него топливо не закончится. Я вот не знаю, он когда на базу прилетит заправиться, что он будет делать. Будет ли он дальше по маршруту лететь? Нет, тут, кстати, не знаю, не проверял ни разу. Вот у меня, допустим, в предыдущих миссиях на Кавказе, которые были, там МиГ-29 летал. Он прям приземлялся на базу. На базе был немного, потом опять взлетал, опять патруль, потом обратно. Короче, там целый этот маршрут у него такой был. Че, сюда можно какую-нибудь эску поставить, наверное, да? Не, ладно, сейчас посты сначала расставлю все. Здесь вот патруль можно сделать. Нет, еще почему-то нет. А где у меня этот Тунгусская? Куда пехота-то делась? Здесь же пехота была. Так, ладно, ее уберу. Потому что она у меня там не на постах. Так. А вот на пост надо что-нибудь сделать. Здесь вот патруль можно сделать тоже.
Я вот не помню, по-моему, им еще построение можно менять. Так, у этих, значит, будет... Не обязательно много ППМ делать, можно их несколько сделать, и все, 4 штуки даже можно. Ой. Бля, верни обратно. Ага, фиг. Нельзя, да? Пипец. Делет случайно нажимаешь, он хоп, тебя удаляет, а обратно уже никак. А вот откатить. Нет? Это не то. Как я люблю вот иногда этот интерфейс. Ладно. Мне проще опять заново пехоту создать, чем этим копированием заниматься. Не, иногда можно что-то скопировать, иногда очень неудобно, он тебе сразу с этими ППМ-ками. Вот мне, допустим, надо чисто пехоту скопировать, он берет тебе ППМ-ки, эти копирует. Потом начинаешь с ними ковыряться. Так, этих отдел, да? Ну, все, теперь по ПМ-очку им надо какую-нибудь зафигачить. Так, на дороге скорость там 5 у этих тоже. Это чтобы на базе была активность, что видно, что это база, есть где-то патруль, где-то посты. Тоже добавляет атмосферу. А так просто стоят два самолета и, не знаю, там один радар работает. Вся база, прикольно. Что бы вам такое добавить? Выбор невелик. Погрузка в транспорт. А, вот как. Слушай, а тут же можно как-то их в вертолет посадить. Десант сделать даже. То есть вертушка прям десант будет высаживать. Привет, Костя. Так, следует ППМ. Первый. Прикольное занятие создавать миссии, но... Не, прикольно, когда ты создаешь, играешь, вот это классно. Я сейчас создаю, чтобы потом играть, вот это классно, когда ты уже создал, играешь, и у тебя это все работает, ты кайфуешь, вот это прикольно. А так вот... Ну, а еще пока все равно эти... Процесс строительства здесь осваиваю. Занудная такая штука. Неудобно, все равно немного. Неудобно. Так, ППМ-2 на ППМ-3. Третий на четвертый, наверное. На четвертый на нулевой. Ну, возможно. Да. Все ништяк.
Блин, а как у них построение? Есть ли у них такое? Нет. Поведение. Так, интервал в группе можно выставить. Давай где-то метров 10 друг от друга. Так, что у вас тут еще есть? Назначь позывной, неуязвимость, так, не то. Огонь по точке. Ладно, все, достаточно. Чего, ты бы не смог так втянуться? Ну, почему? Когда есть идея, ты хочешь ее реализовать. Почему бы? Может, просто у тебя нету идеи, поэтому ты не хочешь втянуться. Ну, хотя, нет, бывает, знаешь, люди категории, есть идея, но реализировать это только не хочу. Сценаристы, так сказать. У нас таких много, да. Так, что там дальше-то? Блин, база такая, пипец. Большая, реально база. Это, кстати, настоящая база. Вот Хмимим, как она правильно называется? Это реально база, которую наши войска там выполняли задачи с этого аэродрома. Это вот основной аэродром. Можете на карте даже посмотреть. У него севернее Латакия находится, южнее. Я тоже искал, да, Тартус. Вот. Вот отсюда полеты выполнялись на восток. Как раз бои шли вот за Алеппо. Самое знаменитое, помните? Поэтому карта сделана прям Сирия как Сирия, да? Миссия содержит несохраненные изменения. Все изменения будут потеряны, чтобы сохранить. Да. Во. Вот это другое дело уже. О. Чувствуется результат, да? Приятно же, когда он есть. Да, блядь, да какого хрена я его убирал? Какого фига он там стоит опять голубой берет? Вот надо убирать. Что это за блядство вот это? При всем уважении к голубому берету, но здесь он вообще не в тему. Вот тоже ребята гуляют. Графика, смотри, какая красивая. Карта красивая. Я не знаю, чем она кому не нравится. Мне вот, допустим, как человек, который сейчас создает миссию, мне она очень нравится. При том, что она совпадает с названиями. Даже если взглянуть на карту Сирии, взглянуть на эту, она совпадает с Сирией прям. Такое ощущение, что это арма. Но это же классно, что на земле графика как в армии. Хотя это симулятор, который больше к самолетам, вертолетам должен относиться. Это же наоборот классно, что здесь графа как у армы. Я ж тебя вроде менял, нет? Так, еще где-то вот здесь десантник еще стоит. Все. Хорошо.
Чего в Сирии 2-3 года выживая, не потеряют все за несколько дней. Ну, тут уже итоги уже. Наша задача простая. Мы играем, погрузиться, выполнить какие-нибудь задачи. Как бы оно ни было, военные наши задачи свои выполнили. Выполняли. Ребята жизни отдавали. Поэтому все равно забывать об этом нельзя. Так же, как вот Афган взять. Тоже результата не было, и чё? Но мы же его помним. Такие вот дела. Не, подожди, в Сирии-то результат был. Да, там же этих террористов-то неплохо разбили. А потом, что было дальше, ну... Тут уже нет солдат, зависит, нет летчиков. Так, ну что, идем дальше. Блин, ну я все-таки вот хочу в это место поставить эску какую-нибудь. Что это такое? Он дебил? Какую фракцию? А, кстати, да, подожди, мы можем... Нет, он не дебил. Он правильно сделал. Так, вот это мне не надо. Так, а у синих у нас объединенная группировка синяя и все. Так какой... А что, нейтральный нету, что ли? А, вот кругляшок нейтральный. Австралия. То есть сюда. Это я хочу выделить стороны, которые будут участвовать в этой миссии. Чтобы он мне не предлагал эти А10, Апачи, вот это. Это объединенные. Ну хотя он мне все равно их сейчас предлагать будет. Все, достаточно. Ну вот. Вертолет хотела еще глянуть. Ох, с Эдуардом налетаемся. Ну вот другое дело. Шилку хотел в блиндаж еще спрятать, но она высокая и не спрятать. А, ну хотя можно, у нее, я так понял, радар складывается, что ли? Или она без радара здесь? А, вот он складывается. Значит, ее можно в блиндаж поставить. Вот он, БТР у меня в блиндаже.
Тоже торчит он чубчик, блин. Да они какие-то низкие, блин, даже эти. Ну так вот посты выглядят здесь. Нормально, я считаю, для симулятора. Надо сделать, чтобы это и смотрелось нормально, как бы. И это... И чтоб ресурсов много не ело. То можно на кино понаставить кучу всего, а потом думать, что же у меня где FPS-то? А здесь что, где посты у меня? Здесь же тоже посты должны быть. Вот это что ли? А, вот он. Так, ну тут он двойной, здесь я понимаю. А, нет, это дорога на аэродром идет. И сюда можно технику поставить. Животные даже. Что за животные? Ну, покажи. Бешеные птицы, которые в двигатель лезут постоянно здесь. Же, по-моему, там мамонт загружается, судя по загрузке. Либо динозавры. Да ладно, ладно, я пошутил. Ну, блин, ну что началось-то? Зачем я это нажал? Короче, Alt F4 в помощь, я понял. В каждой игре есть своя опасная вкладка. О! Как Alt F4 нажал, у меня игра не выбросила, но при этом он корову мне загрузил. А тут есть. Все, коровы что ли, только что ли? О, у нее еще окрас есть, смотри. Прикольно. Грузы. Тут только нету. О, цистерны с топливом. Так, ладно, меня интересует, что за личный состав. А, это эти летчики, что ли? Это на базе, короче, можно поставить их. А, это, подожди, это корабельный специалист. Офицер посадки, офицер старта, руководитель полета. Расцветали яблони и груши, поплыли. Нет, это не из того времени. Так, ладно. Что можно сюда расположить? БМП-2, допустим. БМП-2 и блиндаж тоже. Кстати, шилки надо сделать.
такое опять. Вот как так оно получается? Вот. Ставлю одну, появляется две. Это тоже пост. Этих просто можно скопировать и все. Да блин, почему командира нельзя отдельно перемещать? Почему он вечно со всеми перемещается? Главное, его бойцы перемещаются, а он весь группой. Автомобиль. Че, тигра нету, что ли? У этих же есть хаммеры, бля. Ничего. Давай КамАЗ поставим. Тигров что-то не заметил я. Но они, может, есть, просто я их не вижу. Эдуард, привет. Да, ну что ты опоздал, ты базу только делаю. Так, а здесь что, постов нету, что ли? Здесь нету поста. Здесь вот где пост? Получается... А, ну здесь вот он прям в притыке. Как у тебя дела? Как успехи?
Вот он, тигр. Нашелся. Есть тигр. Достаточно было просто сторону поменять и все. Кого редактор в ДКС-то? Ну а зачем мы тогда с тобой Сирию покупали? Надо же что-то делать на ней. Или нам она только для показухи? Поэтому придется вспоминать. Я чё, блин, зря деньги на нее потратил. Гад, хочу летать здесь. Поэтому вот и ковыряюсь. Как обычно говорят. Любишь кататься, люби саночки возить, да? Вот и я их и вожу. Танк, что ли, сюда поставить? Да ладно, БТР пускай будет. Не, подожди, какая разница? А, ну блин. А чё? Да иди ты нафиг. Получается, тигр только ставится... А, ну да, все правильно. Все нормально, все в порядке. Статический объект ставлю, ну... Охрану расставляю. Блин, название такое аэродрома. Хмеймим, как он, блин, правильно-то, сейчас скажу. Хмеймим, авиабаза. Хмеймим. Кстати, карта полностью соответствует реальной карте. Вот эта база, которая сейчас обустраивается, это на самом деле база была российской армии в Сирии. Я не знаю, сейчас она там есть. Нету, по-моему, да? О, БМП-3 поставить. БМП-3 и блиндаж. Да тут не один блокпост, тут их несколько, уже 4-й или 5-й. Блокпосты уже стоят, я просто охрану расставляю. Здесь уже все есть. Здесь карта подготовлена к боевым действиям. Ну чё, Алеппо будем освобождать? Это пока базу я создаю. А от нее уже будут миссии отталкиваться, какие-нибудь там задания. Пока база только создается. Вот он пост тоже. Бук-оса, бук. Да, тут... А, ты имеешь в виду против нас? Не, буков-то не будет против нас. Будут ПЗРК в основном. Зенитки будут. Ну, ПВО будет хорошее, такое, насыщенное, так что готовься. Здесь уже не те миссии будут, которые были. Да, и самолеты будут разные у нас использоваться.
125, 125 СМ разных типов. Все будет зависеть от задач. Нам далеко летать придется. Прикинь, Алеппо, сколько расстояния до него? Короче, задачи будут, наверное, даже... Нам надо будет аэродром резервный стопудово или дополнительные баки вешать тогда. Да ну ты чё, тут сколько расстояния, тут пипец. Тут вообще охренеть лететь. Нет, стопудово надо будет аэродром, может какой-нибудь. Вот он аэродром есть. Короче, какую-то базу надо будет брать по пути. Жопа. Расстояние-то жопа. Да ты задолбал. Че мне мозги... Я, блин, бойца одного хочу выделить. Смотри, он их опять все выделяет. А, это командир опять. Думаю, зачем мне так делают? Можно одного, кстати, патруль отправить. Нахрена он не всех-то их копирует? Весело. Бук. А разве у них был бук? У боевиков какой бук, ты чё? У них были ПВО, но у них они такие. ПЗРК в основном. Какой нам нафиг бук, ты чё? Мы на граче с тобой охренеем там летать. Против буков. У него даже у него оповещения же нету. От ПЗРК-то отхватываешь. Так. Че, давай поставим бойца. Ладно, двоих. Так, два бойца. Будут гулять. Скорость. Так, а если попробовать все-таки с третьей чисто на первую отправить? Будет он повторять по ПМ-ке? Или все-таки придется следовать им всем делать, следовать? Это что такое опять? А, здесь панцирь, ага. Оп. Здесь вот тоже пост.
Здесь вообще танк поставлю. Т-90. Ух, какой, да? Особенно глаза эти у него. Как раз и какие есть. Вот десерт есть. Ну вот. Везде до патрули. Так, здесь вот тоже еще пост надо сделать. Я надеюсь, Эдуард, ты не будешь по ним стрелять, а то сейчас базу разнесет всю. Не надо этих ребят трогать. Это уже тут это охрана основной базы. Ракеты. Не, подожди, не то. Вот мне нравится это добавить статический объект. Здесь как-то удобно, сразу просматриваешь, что где. Аэродромное палубное оборудование всякое. Объекты морского, так, самолеты, склады. Эффекты, что за эффекты? Дым можно. О, дым, кстати. О, это классно. Тут, допустим, где-то боевая обстановка, да, ты где-нибудь там дым создал где-нибудь в городе, типа война там идет. Я вот как раз думал, можно ли тут эффекты эти добавить. Да, можно, это классно. Имитация боя. Что где-то там бой идет. Кого на ромбике на карте? Не надо, не надо. Это наша охрана. Блин, можно было тут пехотинцам еще бегать? Я бы атаку бы сделал бы на базу. Ух ты, нифига себе. Так это больше на боевиков похоже какая-то, блядь, что это?
какие стороны? В смысле противоборствуешь? Но мы только из Сирии. Сирийцы с нами и все. И этого достаточно. Я создаю нам миссию летать с тобой, задачи выполнять. Я же не создаю тут сюжет какой-то, чтобы мы тут ситуацию создаю, просто чтобы нам было интересно играть и все. Здесь нет никакого предпосыла, пропаганды, там, ну, что-то. Я же не знаю, что там по сути. Я всей этой операцией не интересовался. Мне главное интересно, что там наш воздух делал, и все. Так мы и так как поддержка идем. Мы же помогаем сирийцам, типа там. Борьба антитеррористическая идет и все. Нет, это не надо мне. Не знаю, я как бы здесь особо такое не создавал, первый раз сейчас сделал, но я какие-то миссии тогда мы делали, вот тогда летали и все. А сейчас вот прям и карту даже для этого приобрел. Эти миссии не будут выходить в доступ, эти миссии только мы будем играть. Вот я, либо мы с Эдуардом отлетаем, и все. Они чисто создаются для стримов. Это не те миссии, которые в армии были. Конечно, можно. Здесь, по-моему, можно прописать, что аэродром стал нашим, по-моему, да? Здесь там... Да нет, у нас будет аэродром резервный всегда, и все. Не надо что захватывать. А как ты его будешь захватывать? Надо, чтобы войска туда, а просто на самолетах вести удары, он будет захвачен навряд ли.
Не, ну почему? Мы можем нанести удар, допустим, аэродром, который под контролем боевиков, да, мы можем по ним нанести удары и все. И потом, допустим, в следующих миссиях этот аэродром как будто наш стал. Вот как вот мы играли, миссии мои проходили-то почти. Сначала мы помогали в город зайти войскам, поддерживали их, а потом город этот отбивали, помогали им. Также здесь можно это сделать. Систему эту, ну. Так что все нормально, можно. Здесь где посты. Пец аэродром, конечно, весь окружен, блин, домами, городом. Это не аэродром, это сцена какая-то. Не знаю, плюс ли это армия, не плюс. Когда она это в городе прям насыщенным людьми. Или здесь только военные живут? Как же без классического танка-то? Надо его сделать обязательно. Т-72. У меня есть миссия, я так ее еще, надо будет поиграть ее, все-таки до ума довести. Я попытался делать уничтожение объектов, то есть статических там зданий. Здание там надо поразить, завод. Вот так вот. Там вот надо ее маленько понять, как эта система. Не только, допустим, цели, которые есть экипаж, а есть вот цели, допустим, как ты бункер вот поражал. Только, допустим, есть какое-нибудь здание. Оно не относится вообще ни к синей, ни к красной стороне. Но при этом на нем создается задача, что ты типа его уничтожил. Вот эту проверку надо вот уметь воссоздать. Одно дело, когда проверка идет там на синих, на красных, другое дело, когда на нейтральную сторону, это сложнее. Так, ну, вроде как такая охрана вроде сделал. Вот такую, ладно, пойдет. Теперь ПВО можно расставить.
Ладно, пойду я посмотрю, что там вообще понаставил. Какая-то техника. Уралзу. Еще один Уралзу. Это все посты. Патруль. Тоже пост. Еще один. А, ну это вот, это БМП, вот тигр стоит. Хоп-хоп-хоп, это спортсмены. Блин, надо им скорость поставить. А то устанут бегать. И эти тоже спортсмены. Ну, танк так вообще. Серьезная техника. Что за модуль? Не, я знал, что здесь наземкой можно играть. Что за модуль? Так, БМП. Там какая-то машина в углу, хотя я не ставил. Так, ну, вроде бы все, что нужно. Скорость 5. Так, где-то у меня тут по 2 спортсмена носятся. Вот эти, наверное. Нет. Тоже скорость надо выставить. Чего? Стараемся. О, лайк, подписка, спасибо. Спасибо за лайк. Ой, на обед уже идти. Война войной, обед по расписанию. Это что за полосы? Частота указана. Я удивлен, кто эту карту создал. Это же принято, каждый этот город, название, вот это все, как оно все выглядит, это... Как он это сделал вообще? Такое... Нет, скорее всего, это он Сирию создал сначала, а потом уже в игре ДКС сделал.
Это не мог создатель Сирии сделать карту в ДКС? Тут смотри, вообще остров есть он. Чунга-Чанга, жить на нем легко и просто. Бананы и кокосы. Давай остров захватим и все, и там поселимся. Фига тут у них. Эрджан. Не, понятное дело, что у нас эти в операции будут не только там, где там прям по документальным этим записям, а мы будем даже выполнять задачи, которые я буду сам делать, миссии даже добавлять что-нибудь. Даже вот этот островок. Что-нибудь там такое. Блин, ну тут капец аэродромов. Это вообще вот эти белые полосочки в кругляшке в синем. Это все аэродромы, прикинь. Это что за площадки? Это города указаны такие. Или это в городе аэродром? А, это эти площадки для вертолетов. Эвакуация или помощь, короче. Вот эти белые полоски в белом. В Сирии на вертолете? Ну да, ну если у тебя вертолет есть, конечно. Но только не К-50. Это уже совсем старая техника, мне кажется. Хотя бы это, не знаю. А какие у тебя там есть? 24-ка, крокодил. Ми-8. Ё-моё, я ж заблудился, где я? Тут что-то это, смотри, какая-то ракетная тема, да? Что это такое? Зенитно-ракетный комплекс. Короче, сюда можно эти расположить. Я хотел сюда его расположить, сейчас посмотрю. Мощные эти ПВО. Не, ну он старее, но его использовали в Сирии до сих пор. И Су-25 Грач, он до сих пор летает везде. Правда, их сбивают сейчас очень легко. Если раньше они как-то вывозили все это, то сейчас уже ПВО такие стали, они их сбивают легко. Ну, там все зависит уже от пилота, от летчика. Чтобы на таких машинах летать, это надо реально асом быть. Поэтому мы с тобой летаем, мы с тобой асы, понял? Вот оно. С-300. Так тут надо расчет весь сделать. Ну, вот идет С-300 РЛО. Не так все просто. Я вот думаю, чтобы вот эту всю тему ставить, надо знать, как она располагается на самом деле. Вот кто разбирается у нас в этой, как оно ставится. Вот. Это же целый расчет, это не просто так, даже бук. Бук это расчет идет. Идут установки всякие, которые ведут наблюдение, и идет орудие, которое пуски делает. Одно дело шилку поставить, которая будет цель увидела, прыть, а другое дело расчет целый ставить. ЗРК. Поэтому мне пока на данный момент проще всего только панцири поставить. Тунгуску.
Надо поинтересоваться. Да я думаю, навряд ли там правду где-нибудь найдем, потому что это засекречено. Сюда можно панцирь поставить. Так, а здесь у меня... Все, пока хватит. Там, если что, в любой момент можно все укрепить. Теперь надо аэродром делать. Ладно, еще полчаса посиди, надо уже отселивать. Аэродром. Здесь тоже можно создать атмосферу, технику поставить. Вот в эти блиндажи, или как их правильно назвать, самолеты расставить. Ну а лучше делать опять же через статический, наверное. Ну как он через статический будет ставить? Ну, допустим, Россия. Самолеты. Какой интересный русский самолет. Необычный. Это какой? Су-25? Или Суа-25? Какого хрена он мне А-10? А всего у нас иностранный самолет. И чё, и как он там будет расположен? Я надеюсь, он не наверху, а на этого появится. Давай проверим. Нет, он внизу стоит. Вот он стоит. Чуть в бок повернуть его. Хоп. Смотри, 4, да, вообще здоровые, наверное. Они войдут там в ангар-то хоть. Так, сейчас отойду.
Так. Слушай, по-моему, они большие. Сейчас я посмотрю. Да блин, задолбало мне это изменение состава коалиции. Нажимаю кнопку эту. Неудобно. Ее вообще бы вниз убрать. Какие моды? Это где? В этом, в Лукване, что ли? Ой, в горячих скалах ты имеешь в виду? И как добраться до них? Так, это что у нас? Это не то. Статические объекты посмотреть. Блин, не показывает. А, во. F12. Да нет, вроде стоят, нормально. Чуть какие-то темные, у них нету больше камуфляжа. Ну, они вроде стоят. А, есть бесплатные моды, ты имеешь в виду? Ладно, поехали дальше. Моды бесплатные, ты имеешь в виду? Ранее. А, вот есть такая. Да, у этих тоже всякие разные окрасы есть. Военная операция России в Сирии, вот он тебе показывает. 17-й год, нифига тут окрасы. Интересно, интересно. Пипец от самолетов, конечно. Су-30 он вообще еще летает, нет? Так, здесь самолеты, а где вертолеты? Ну вот они.
Вертолеты. Двадцать четверки. Блин, хорошо вот в жизни понаставит вертушек всяких на аэродроме, и это жизнь не лагает. Здесь сейчас понаставишь, как в жизни игра лагать будет. Поняли, да, о чем я? О, Ми-28 есть. Здесь что-то большое должно быть. А есть большие самолеты. Ту-160. Нет, это такие. О! Это старый, или он используется? А че, нету Ил-76? А, есть. Ого. Ништяк. Так, один здесь, а другой. На стоянке. Блять, как его так по центру сделать? О! Получилось. Так, и здесь тоже поровнее 90. 89, 88, 89, 88. Во. Так, вертолеты есть. Самолеты добавлены. Им вертушки какие? Им только транспортные какие-нибудь. Так, здесь.
Надо потом подумать, откуда нам выкатываться. Ну откуда? Вот отсюда. Ладно, одного пока хватит. Здесь потом. Если что, добавим. Игорь, привет. Ну и все остальное уже дополняется, когда миссия создается уже. Самолет можно, взлет добавить какой-нибудь там, еще что-нибудь, движение. Основа базы есть уже. Ну-ка, персонал здесь как он ставится, тоже можно поставить. Наземное, так, сооружение, точки взлета. Заправщиков можно ставить где-нибудь. Был бы земля в 3D, вот базу в 3D, тогда бы можно было их расставлять и машины и все, а так такое занятие, конечно. Полная информация. Это вот, короче, здесь это можешь аэродром прям настраивать. Что сюда вообще можно? А, ты даже можешь конкретно поставить, какие самолеты могут загружаться, какие нет, заряжаться. Так, ГСМ неограниченно, видите, стоит. Оборудование неограниченный боезапас. Неограниченное количество летательных этих аппаратов. Я сейчас пару машин еще поставлю куда-нибудь, заправщиков, и все, наверное, достаточно. Что за склады тут у нас есть еще? Резервуары прям можно делать. Ну, кстати, тоже можно использовать как цели, допустим. Вот склад вооружений. Какой-нибудь спрятал, использовал как цель. Склады боевиков, допустим, да? Давай дым посмотрим, что за дым. Хоп. Как он будет выглядеть. Что там за дымок? Это вот мы когда будем на города налет делать, там же можно дым сделать, эффекты типа. Единственное, регулируется ли он, или он, блин, один типажный, однотипажный. Типа вот это, что ли, и все? А, он, смотри, он больше и больше становится, он разгорается. Типа. Кстати, прикольно, можно что-нибудь тоже добавить. Не знаю. Дым все больше и больше.
Это вот дома, допустим, какие-нибудь там где в городе, где бой идет, можно добавлять огонь, дым. Блин, почему здесь нету свободной камеры? Сейчас бы полетать свободно. Или может все-таки есть? Сейчас я посмотрю. Мне интересно. Контр... Что, если позволяет смотреть на самолете из нее с фиксированной точки зрения? Так. Контр F11. Левый контр F11. О, ништяк. Так, а как ее управлять? А, вот. Во. Так, эти самолеты отсюда надо убирать. Наверное. Что они тут не в тему. Здесь не для них место, сюда надо что-то большое. Ну-ка, где у меня илы? Это вот места для этих, для вертушек, наверное, что ли? Или тоже самолет? Так, вот они, вертолеты. С-300, он работает в расчете, понимаешь? Его так не поставить, он так не будет работать. Его надо вот именно расчеты, надо правильно это все связать. Поэтому ты можешь мне помочь, посодействовать. Надо изучить, как он работает, этот расчет, и как их лучше располагать между собой. Там, на каком расстоянии радар, вот это все должно работать. Ух ты, тут даже наши триколоры есть, смотри. Так что не так все просто. Это не илы. Блин, ну он, конечно, не в тему вот этот стоит здесь. Он мешает тому. А на карте так просторно казалось. Ну, С-300. Правильно, вообще, бля, я даже не знаю, надо еще вопрос правильно поставить. Короче, суть в чем? Вот, допустим, мы хотим сделать С-300 здесь вот расположить расчет. Как он правильно располагается? На каком расстоянии должно вот это все оборудование находиться? Ты же не все в одно место поставишь. Где-то радар должен быть, где-то должен сидеть, где-то орудие должно быть. Их несколько, видишь, в чем дело. Да я привык, у меня все просто шилка, тунгуска, зенитка, ПЗРК, ЗРК. Там, ну, ЗРК вот даже просто взять ту же осу. Она одна ставится и все. На эти установки они уже такие, я бы сказал. Так, ну ладно, пускай так и стоят. Допустим, если самолет какой-нибудь надо будет, вот этот надо его выворачивать. А этот, типа как на парковке. Тут уже машины где-то стоят, что-то есть. Тут людей просто поставь и все, у тебя будет суета здесь. По идее.
Ну. Так, что, заправщики сюда можно поставить? Тут цистерны есть. Вот сюда можно заправщики расположить. Так что, Эдуард, если ты найдешь, как правильно ставить это все, я попробую. Так-то поставить это не проблема. Просто я вот смотри. Сейчас тебе покажу. Наземная техника. А, нет. Ну да, наземная, ага. Вот, и тут вот у нас они вот идут. Вот они, ЗРК, видишь, идут. Есть просто установка, я так понимаю. Есть РЛС. Вот. Видишь, они идут. Пошли, вот они. ЗРК С-300 РЛО. ЗРК С-300 РЛС. РЛС НВО. Вот это вот. Оно же как-то должно быть связано еще. А вот само орудие, я так понял. Или оно без этого работает. Тут их разных типов, вон, видишь? Вот. Это само орудие. Но оно же не будет само по себе работать. Оно работает же по радарам. Вот в чем прикол. То есть вот это должно быть как-то связано вот с этим. Вот есть такой тип. Вот есть тоже какая-то тема. Я тебе говорю, это не просто так. С панцирем намного проще делом, кстати. Вот он панцирь. Ну, панцирь, видишь, радар уже есть. А с этой темой, вот эти С-300, это зенитно-ракетный комплекс называется, правильно? Чего-чего? Минимально рабочая батарея С-300. В редакторе миссии все машины должны... В редакторе миссии все машины должны находиться в группе. Состав КП-54, КВ пост 1, РЛС. Блин, что-то не могу понять. Какая установка? Хрена там, блин, целый этот автопарк, блин. Так, миги отсюда убираю. Миги вот как раз, наверное, туда поставлю, а эти сюда. Да, короче, заморочился с этой темой. Ты прям ее хочешь. Я думал, ты сейчас скажешь, да нафиг она нужна. Мы с тобой не ПВО. Нам задачи с тобой летные надо выполнять. Что нам эти ПВО? ПВО у противника будет, ну точно не С-300, а будут другие. Но поверь, они тебе тоже ребрышки пощекотят. Так, что за дымом-то? Плотно. А, вот пресеты, кстати. Смотри, тут можно огромный дым с огнем, малый дым с огнем всякий делать. Плотность можно выставлять. Блин, ну классно, классно. Вот то, что здесь есть эффект дыма, это вообще класс. Можно сделать атмосферу боевую в городе. Сразу будет понятно, что ты прилетел
на войну, а не отдыхать в туристическое путешествие. Что там мне скинул? Опять девчонок голых скидываешь? РЛСом называешь? Смотри, а то меня жена прибьет. Ё-моё, названия такие, а где это все найду? 64N6, 30N6. Или это по-английски читается? 64H6, 30H6. Блин, ну ты же вот смотришь, там указал. Все машины должны находиться в одной группе. А, все понял. Это то есть вот эта одна группа должна быть. Слушай, ну мне брюнетка вот больше понравилась. Я не знаю, что ты там. А, ну мне блондинка не нравится. Так ты давай все-таки радар это сбрось. Что ты мне этих девчонок понакидал? Без палева, да? Сейчас будем смотреть, где тут что. Вот и мы. А, вот смотри название, да? 54. Вот она есть. Так, вот допустим одна. А, 36. Что там еще? Так, это установка, если не ошибаюсь, да? Вот они радары пошли. Вот 64 ты писал. Блин. Да ё-моё, да не надо, ну пожалуйста, вот это говно, как ее отсюда убрать, она мне надоело. Оно тупит еще, ее нажимаешь, она вот так грузит, ну, блин, 10 минут. Путаю вот эти значки, вот это с этим, блин. Так, вот это. А между ними расстояние какое? 40-70 метров, да? А, во, подожди. Так, и 54К6. А, 30H6. Подожди, это что у нас? Нажми 64. А что я 2 поставил? Че он мутит, блядь? Ну, во-первых, смотри, это надо делать не так. Это надо делать вот так. Я так понял. Сразу, чтобы была сторона. ПВО. Так, зенитная артиллерия, ПЗРК, малого зенитная. Так, вот РЛС. Так, ДРЛО. Не то, да? — 54,6. Нет, здесь это не то. Это зенитная пункт боевого управления. Вот. Вот, это пункт боевого управления идет. Установка. Дальше у нас идет 30H6.
проще скопировать, допустим. Блин, ну это надо сделать, чтобы они еще в одной группе все состояли. А так можно? Просто здесь в группе состоит все в одной одинаковые машины, одинаковые самолеты, а это-то разное будет все. Вот это у нас идет выше. Ага. Так, итого я нашел 64А6. Вот, и нашел 54. Вот, и между ними должна еще быть одна тема. Сейчас найду. .36. Да, вот она идет. 30А6. Блять, он берет мне ту, меняет. Все, вот они, все три. Пятьдесят 120 метров. Так, получается вот так. Так. Ну и так примерно. Ну это я так просто. Это я, понятное дело, так не оставлю. Ну и чё, и как оно будет у меня все в одной группе? Блять, как это все разместить-то? Их в поле надо ставить. Не так просто. Если я сделаю вот так. Это где-то здесь. Можно даже здесь. Так, и вот это, да? А это где-то здесь. Теперь надо сделать, чтобы это одна группа была. Группа 17, группа 18. Имя группы. Блять, как он тупит, это пипец, этот редактор. 17. Не получится так сделать. Короче, надо между ними сделать связь. А так они будут все по отдельности. Так, ну, допустим, если взять вот эти убрать и создать. Так, сейчас я
Вот это считается одна группа. Попробуем поменять. Смогу ли я поменять? Так, 54К, потом 36. Пятьдесят четыре К, 36. Да, вот они меняются. И здесь уже 64А6. Вот так вот, что ли. Вот тогда это расчет получается. Все, вот тебе расчет. Теперь их надо разместить так, чтобы они не мешали друг другу. Давай так вот сделаем. Так, задача, значит, кто у них первый? Вот он. Перехват. Готовность. Боевая готовность. Так, добавить. Перехват, сосредоточиться. Установить правила ведения боя. Атаковать. Что там еще набросал? Да мне пока достаточно этого. То уже совсем войну решил поиграть. Дивизион. Тут ни хрена себе одна группа. Это еще что ли надо? Командные, так, понятно. У меня есть командные тут. Где он? Вот он. Он у меня есть. Потом есть. Вот эта тема тоже. 36. Тоже есть. 4. Ой. 4 штуки аж надо их, нифига себе. А это что такое? И 4 этих, офигеть. 8. Да ну откуда они тут будут? Ты чё? Ну-ка, подожди, юнит. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. В конце еще какая-то 5-я, бля.
Я понял тебя. Так. Вот здесь, по-моему, нет этой штуки. Здесь вот такая только есть. А, вот она где. Все, я понял. Короче, вот эти 4 штуки надо. Пункт управления. Д и С надо, да? Ну, начиная с С. Раз. Два. А как их расставлять тогда сейчас? Их же тоже надо расставлять. Три. Четыре. Теперь дэшки. Раз. Два. Так, и последнее, что у нас идет? Как они хоть выглядят, я даже не видел. А, ну это вот орудие само основное. Панцири еще надо ставить. Минимум 4 машины. Торы, буки, да тут пипец. Ладно, сейчас вот эту сделаем, хотя бы главный дивизион из 300. Так, а вот это где мне взять? Я не знаю, что это. Клэмшелл. Что это такое? Не знаю. Что-то. Ладно, тогда это удаляем. Так, значит... Бигберд позади. Командный пункт между РЛС, пусковые кольцом или полукольцом на расстоянии 60-120. Короче, вот эти пусковые.
Как их еще всяко разно же их можно ставить, не обязательно в одно направление. Это пипец, это целая система, блин, создавалась. Так что ПВО это не просто так. Я, кстати, служил в войсках ПВО, только не в таких, а в других маленько. Есть еще другой тип войск, а там тоже своя тема. Короче, ПВО это вообще это целый мир. Это просто пипец, целая технология. Это нам все просто там, ой, что-то БПЛА не сбили, а там сбили. На самом деле это, блядь, целая система там работает. Просто люди не спят круглые сутки. Чтобы мы спали. Так, ну все, наверное, да. Я не знаю, так и не понял, что там за установка еще одна. Ну, пока этого достаточно. Все, я сейчас смотрю и ухожу на обед. Все. Раз. Два. Надо на радар. А он что, разве не крутится? Что, не работает? Вот оно. Вот он работает. Так это дальнего действия. Ты думаешь, она будет вблизи бить? Вблизи панцири будут работать, а эти дальнего действия. Она работает на дальняк, по-моему. Ну, там тоже. Давай попробуем самолет поставить, но... Блин, почему вот этот радар не работает? Что это такое? Давай пойдем посмотрим. Это у нас вот это. Ну, по идее, боевая готовность. Блин, а чё он как-то не сюда? Так, ПП. Сейчас проверим. Как у нас... Ох, какой камуфляжик. Как у нас работает.
Угу. Только я буду сам проверять. Я полечу. Я буду плохим парнем в этой сцене. А, ну подожди, это же он не знаю, отсюда будет атаковать, нет? Сейчас я тут подготовлюсь к плохой сцене. Ну и все. Нет, конечно, какой сохранить? Запустить и забыть. Если что, это не я. Меня сейчас панцирь собьет. Пошла ракета. Не бейте, я свой. Пацаны. Меня кто-то загрел вообще. И чё? Что ли? Где пуск? Знаешь, я еще панцирем, кстати, задачу не поставил. Надо панцирем задачу поставить. А, вон стреляет кто-то по мне. Тихо, 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 тихо. Во, ракета пошла по мне. Все, нет у меня, блядь. Хотел испытать. Вот, смотри. Это не та ракета, которую отмахнуться можно. Она сразу уносит. О, это полетело. Кипиш на базе начался. Откуда пуск такой был? А, ну это от зенитно-ракетного комплекса, по-моему, был. Ну-ка. По-моему, оттуда, да? Зенитно-ракетный комплекс. Да, вот смотри, вот они, видишь, пустые. Все, да выебывался. Вот они, видишь, два. А то разлетался тут, понимаешь ли, да? Нехер выпендриваться. Не, Грач он не сможет противостоять таким самолетам. О, ПВО, ты чё? Ну, он только на низких высотах летает. Его махом они собьют. У него нет такого даже оборудования. Ну, кстати, долго они... Видишь, как передавалась информация у них долго? Думали долго они, да? Когда, скорее всего, уже команда пришла от командного пункта или что там у них, и они уже это пуск выполнили. Да, но за это время я бы мог все равно нанести удар по базе уже. Но опять же, это работает на расстоянии же. Это я близко здесь уже, видишь, оказался. А так, по идее, если я уже где-то вот здесь буду лететь, я не знаю, сколько у них радиус.
Обнаружение. Ну, они далеко видят. И меня уже будут видеть. С панцирями надо разобраться. Так, где панцирь? А, так они стационарный панцирь, поэтому... Не, меня бы уже панцирь сбил. Просто он у меня стационарный. Он у меня чисто для... Так, для вида. Вот. А вот этот расчет, который по мне сейчас отработал, это уже боевой. То есть он в любой момент может. Так, давай мы уберем боевую готовность. Походное положение. Хотя нет, если он на базе, пускай будет авто. Но если установка по мне отработала, значит ее поставили правильно. Значит все нормально на расстоянии, все как нужно. Рабочий расчет, ну. А вот с панцирями, если мы хотим боевой расчет панциря сделать, тоже это надо, это тогда их ставить как единицы, юниты. Они же стоят стационарно. Но это все меняется в любое время. Сегодня задача была создать базу. База создана. А вот от этой базы уже будут создаваться задания. Вот они сами автоматически выставились в боевой. Так, а где еще установки? На их не сильно далеко ставил. Я их даже сам заметить не могу. Вот оно. Че говоришь, на обед идти? Ну да, пойдем, наверное, отдыхать, кушать. Так что классная карта. В порядок ее приведем и все. О, так а тут самолет какой-то стоит. А что за самолет? А, так это статический, он уже здесь был, я его не ставил. Получается, я самолет на самолет поставил в прошлый раз. Прикольно. Это не вертушки. Ладно, все, пока на этом достаточно. База сделана. Начнем миссии делать скоро. Может, сегодня даже начнем. Пойду я перерыв сделаю там. Посмотрим. Скорее всего, можете сегодня. Посмотрим. Не обещаю. Все тогда. До новых встреч. Хорошего дня. Всем, Эдуард, спасибо. Вот видишь, как-то оперативно нашел расчет, и мы правильно его расставили. А результат сбили они. А я все ждал еще отработку от панциря, а потом вспомнил, что панцирь-то у меня статический. Он и не работает нифига. Так что так. Ну ладно, все, увидимся в следующих трансляциях. Пока-пока.